Дорогие друзья и гости канала, всем привет! С вами Людмила. Сегодня приглашаю вас на мастер-класс по вязанию вот таких очаровательных ботиночек. И мы с вами их сейчас свяжем. Я думаю, любой из вас с ними справится. Если вы сейчас, друзья, смотрите видео, не подписавшись на канал, то обязательно сделайте это прямо сейчас. Огромное количество видео, мастер-классов на моем канале, они все для вас абсолютно бесплатные, поэтому прямо сейчас нажмите на кнопку подписаться, нажмите на колокольчик, и вы никогда не пропустите новые видео, которые будут выходить на нашем канале. Ну а сейчас мы начинаем. И, конечно, начнем с того, а что же нам надо для того, чтобы связать такие ботиночки. Первое – это подошва. Я подобрала вот такую подошву. Она 36 размера. Эта подошва очень подходит для ботиночек, сапожек, кроссовок каких-то. Вот такая у нее толстая стелечка будет. По всей окружности подошвы пробиты отверстия. Вот она такая довольно плотная. Отверстия пробиты на расстоянии 1 см друг от друга. Пряжа. Пряжа нам нужна будет вот такая. Я подобрала Мелисса Свит. Очаровательный цвет, просто красивый цвет морской волны, бирюзовый, красивый. 75 грамм, 168 метров, 100% акрил. Здесь рекомендован крючок номер 3, но я думаю, что я буду вязать крючком 2,5. Мне кажется, все-таки крючок номер 3, он немножко будет толстоват. Это если бы свитер, например, то да. А вот обувь, крючок 2,5 будет плотнее вязания. Несколько маркеров, ножницы – это все, что нам нужно. Ну и давайте мы начнем. Начинаем мы с первого установочного ряда. Вот здесь у меня центр подошвы на пяточке. Отсчитываю 4-5 отверстий. Я вам говорила, отверстия на расстоянии 1 см друг от друга. И вот в пятое отверстие я начинаю провязывать столбики без накида. То есть сейчас делаем обвязку подошвы. В пятое отверстие первый столбик без накида, а затем сразу в четвертое отверстие 3 столбика без накида. 1, 2. Вот это вот конец нити мы ввязываем. 3. Чтобы его не обрезать, он будет у нас там под вязанием, и вязание не распустится. Следующее отверстие 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Следующее отверстие 3 столбика без накида. Вот так по всей окружности 3 столбика без накида. Вот здесь мы довязываем еще 2 столбика, 3 столбика, и потом вот в этом, где у нас 1, довязываем 2. Вот мы дошли до последнего. И здесь мы довяжем еще 2 столбика без накида, чтобы в этом отверстии тоже было провязано 3 столбика. Вот 1, 2. Третий уже провязан. И теперь в первую петлю провязываем соединительный столбик. Воздушная петля подъема. И дальше провязываем еще один ряд по кругу, столбики без накида в каждую петлю предыдущего ряда. Точно такой столбик, как мы вязали предыдущий. Столбики без накида. Провязываем от начала до конца ряда, встречаемся в конце ряда. В конце ряда довязываем последний столбик без накида. И в первую петлю в начало ряда соединяем начало и конец этого ряда столбиком соединительным. Первую петельку вводим крючок и провязываем соединительный столбик. Вот таким образом. Теперь воздушная петля подъема
И вяжем еще один точно такой же ряд, как мы вязали предыдущий. Столбики без накида в каждую петлю предыдущего ряда. Я думаю, это просто. Вы справитесь самостоятельно. Вяжем по всей окружности подошвы, столбики без накида в каждую петлю предыдущего ряда. И встречаемся вот здесь, в конце ряда. Доходим до конца ряда, довязываем последний столбик без накида. Соединительный столбик, воздушная петля подъема, и двигаемся теперь на ряд ниже, опускаемся. Следующий у нас длинный столбик, и из петли предыдущего ряда короткий столбик, и из петли на ряд ниже длинный столбик. Вот таким образом чередуем. В предыдущий ряд короткий столбик. Все вяжем столбиками без накида. Вот тут на ряд ниже длинный столбик, из петли предыдущего ряда короткий столбик, на ряд ниже длинный столбик, один такой, один такой. Вот так мы их чередуем по очереди. И довязывать будем. Сейчас определяемся, куда мы будем вязать. Значит, смотрите, мы от центра подошвы начинали 3, 4, 5, с пятой. Вот отсюда, да? Вот начало пятого, вот этого вот, трех по 3. Теперь в эту сторону точно так, начало пятого. Вот у нас по 3 штуки, по 3 столбика, по 3 столбика без накида мы вязали, да? С той стороны начало пятого и с этой стороны поставили маркер. И петля перед маркером, это будет последняя петля, в которую мы провяжем этот ряд. Вот, двигаемся дальше. Здесь у нас, сейчас я поближе сделаю, чтобы вообще было очень хорошо вам видно. Здесь у нас вот был короткий, теперь опускаемся, вот короткий столбик. После него опускаемся на ряд ниже длинный столбик. Снова короткий столбик. В предыдущий ряд. Потом через ряд. Вот так. Вниз. Оп. Длинный столбик. Опять на ряд предыдущий. Вот сюда. И через ряд вот сюда. То есть столбики без накида, но чередуя короткий, длинный. Он просто длинный, чем отличается от короткого. Мы короткий вяжем из петли предыдущего ряда. Вот сейчас я его провязываю. Длинный из петли на ряд ниже. Все. Выглядят они точно так же. Короткий столбик, длинный столбик, короткий столбик, длинный столбик, здесь вот короткий столбик. В конце ряда заканчиваем уже длинный столбик, и мы дошли до маркера. И теперь нам надо маркер убрать и провязать короткий столбик. Да нет, нет. Я говорила, что петля перед маркером это будет последняя. То есть вот этот длинный столбик мы провязали. И на эту петлю мы теперь ставим маркер. Вот, все. Мы отмерили, где у нас будет последняя петля
пяточки вот этого ряда, возвращаем нить в начало ряда, будем ввязывать ее в вязание, так будет пяточка более плотная, более твердая, она будет очень хорошо сидеть на ножке. Возвращаем сюда нить, отсчитываем от первой петли, в которую мы вязали, отсчитываем 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. В пятую петлю начинаем вязать, привязываемся. И дальше вторая петля, длинный столбик из петли на ряд ниже. Третья петля, короткий столбик из петли предыдущего ряда. Четвертый, длинный столбик из петли на ряд ниже. Пятый столбик, короткий столбик. И теперь мы подошли к первой петле, и там была первая короткая, вяжем длинный столбик, опускаемся. А следующая была длинный столбик, мы над ним вяжем короткий столбик. Вот так у нас теперь пойдет в шахматном порядке. Над длинным столбиком, вот это над коротким, над первой петлей у нас длинный столбик. А над второй петлей, над длинным столбиком, короткий столбик. Над коротким столбиком длинный столбик. Над длинным столбиком короткий. Получается тот же самый рисунок, только он в шахматном порядке. Где у нас был длинный, над ним будет короткий. Доходим вот сюда, забираем последнюю петлю с маркера. И ее вместе со следующими провязываем. Вот здесь у нас короткий, длинный был последний, петля на маркере. И мы потом 5 петель вперед. Я сейчас покажу, как мы будем заканчивать ряд. Вот мы дошли, чередуя длинные и короткие столбики. Вот сейчас довязываем последние столбики. Берем вот, снимаем петлю с маркера. И так как у нас последний был короткий столбик, вот этот, мы теперь провязываем вместе с этой петлей длинный столбик. Это первая добавленная петля, короткий вторая, длинный теперь третья, короткий четвертая и длинный пятая. Вот мы добавили 5 петель к этому, к пяточке. Теперь ставим маркер на последнюю петлю. С той стороны у нас 5 петель добавилось. И с этой стороны возвращаем нить. Нить в начало ряда. И вот от первой петли в начале ряда мы точно так же отсчитаем 5 петель вперед. 1, 2, 3, 4, 5. С пятой петли начинаем, доходим сюда. Последнюю петлю вяжем вместе с петлей на маркере, начинаем прибавление. Точно так же, вот как мы этот ряд провязали, мы теперь его повторяем, прибавляем по 5 петель с каждой стороны. Еще раз покажу, как мы заканчиваем ряд. Вот у нас тут длинная петля, столбик без накида. И теперь остался последний, мы его провязываем вот так. Снимаем петлю с маркера, 2 петли на крючке и третью берем. Вот отсюда короткий раз был длинный. И теперь 3 петли провязываем вместе. Следующий длинный был короткий, теперь длинный. Мы вяжем чередуя. Это вторая добавленная петля. Теперь короткий, длинная, длинный, четвертая добавленная петля. И пятый у нас короткий столбик, это пятая добавленная петля. Ставим эту петлю на маркер, нить возвращаем в начало ряда и снова повторяем те же самые действия. Вяжем вверх на высоту 8-10 рядов. Сейчас я
покажу, сколько я рядов связала. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я связала 8 рядов, и я думаю, что этого достаточно. Вот 8 рядов высота. И дальше я продолжаю вязать по переду столбиками без накида. Здесь уже рисунок не продолжаем. Здесь просто столбики без накида в каждую петлю ряда. Для подъема пяточки 8 рядов достаточно. И провязываем вот так столбики без накида. Здесь вообще изделие, оно такое красивое, но оно очень простое в исполнении. Тут нет никаких сложных узоров. Я думаю, что вы справитесь. Вот так вяжем столбики без накида. И провязываем по переду, доходим вот сюда, до этого угла. Здесь, с этой стороны, довязываем последние столбики. И провязываем. Вот уже встретились с узором, провязываем 2 соединительных столбика. Нить обрезаем. Конец нити протягиваем на изнаночную сторону. Очень хорошо получается. Вот видите, довольно плотная такая получается основа. Нам для обуви как раз это и надо. Протягиваем конец нити на изнаночную сторону и прячем ее здесь вот в вязании, чтобы не обрезать. Теперь находим середину впереди, отсчитываем 6 петель вправо, провязываем столбик без накида и воздушную петлю подъема. И начинаем вывязывать узор. Делаем накид, пропускаем одну петлю. Во вторую 2 столбика с одним накидом. Первый. И в эту же самую петлю второй. Теперь так, нить соскочила, второй. Теперь пропускаем одну петлю, вот этот конец нити прячем. Делаем накид и во вторую петлю 2 столбика с одним накидом в одну петлю. 1, 2 в эту же петлю. Теперь у нас осталась одна петля и маркер. Убираем маркер, потому что в эту петлю мы будем провязывать следующие 2 столбика с одним накидом. Делаем накид, пропускаем одну петлю и во вторую, где был маркер, провязываем 2 столбика с одним накидом. Маркер — это середина переда подошвы. Вот у нас получилось 2 пары по 2 столбика и на середине 3 пара. Теперь, видите, вот так, 3 пары всего. Теперь накид, пропускаем одну петлю, в следующую 2 столбика с одним накидом. От центральной пары у нас влево и вправо должно быть по 2 пары с 2 столбиками с одним накидом. В эту же петлю еще 1 столбик с одним накидом. Пропускаем петлю и в следующую еще 2 столбика с одним накидом. Это уже 5-я пара у нас из 2 столбиков с одним накидом. Справа, слева по 2 пары и по центру в центральную петлю пара. Теперь воздушная петля, одну петлю пропустили, во вторую столбик без накида.
Вот такой у нас первый ряд. По краям у нас столбики без накида и воздушная петля, а здесь 5 пар по 2 столбика с одним накидом и между ними пропущенная петля. Ставим последнюю петлю на маркер, нить протягиваем в начало ряда, здесь только лицевые ряды. От первой петли одну петлю пропустили, во вторую столбик без накида и воздушная петля. Воздушная петля, теперь накид, и вот перед первой парой 2 столбика с одним накидом. Вот эта арочка перед первой парой. Теперь между первой парой и второй 2 столбика с одним накидом. 1. И сюда же еще второй. Между второй и третьей парой 2 столбика с одним накидом. Очень простой узор. Я думаю, что вы с ним легко справитесь. Между третьей и четвертой парой 2 столбика с одним накидом. Первый, второй. Между четвертой и пятой парой 2 столбика с одним накидом. Первый, второй. И у нас остается теперь последняя пара и воздушная петля подъема. Сюда 1 столбик с одним накидом. Начинаем вязать второй столбик. Не довязывая, снимаем петлю с маркера и провязываем столбик с одним накидом вместе с петлей, которая у нас на маркере. Дальше воздушная петля. Одну петлю пропускаем и в следующую столбик без накида. Сейчас я вам покажу еще ближе все это, чтобы было понятно. Вот так. Теперь ставим эту петлю на маркер. И давайте провяжем еще ряд вместе. Вот так, видите, первый ряд у нас был. Столбик без накида, воздушная петля, потом пары. В одну петлю 2 столбика, 1 пропускаем столбик, 2, пропускаем 2 и вот так до конца ряда. Здесь то же самое, только уже мы начинаем вот между этими парами столбиков провязывать по 2 столбика. Так, давайте начнем еще один ряд более подробно. Одну петлю отступили, во вторую столбик без накида. Каждый ряд будет начинаться так. Воздушная петля подъема. И теперь между столбиком без накида и первой парой вот сюда в начало 2 столбика с одним накидом. 1 столбик, второй столбик, провязали. Теперь между первой и второй парой 1 столбик, второй столбик. Между второй и третьей 1 столбик, второй столбик. Между следующими парами 1 столбик, второй столбик. С одним накидом мы все время вяжем парами столбики с одним накидом между парами. Вот так. Видите, очень хорошо видно, я думаю, вот так. 2 пары, между ними 1 столбик. И сюда же еще 1 столбик с одним накидом. Вот сейчас будем последние 2 пары, мы здесь между ними провязываем 2 столбика с одним накидом. И остается у нас последняя пара и столбик без накида между ними, вот сюда. Столбик с одним накидом сначала вяжем. Теперь начинаем вязать столбик с одним накидом.
И не довязывая, снимаем петлю с маркера. Вот, снимаем петлю с маркера. И теперь вместе с этой петлей провязываем столбик с одним накидом. Дальше воздушная петля. Одну петлю пропускаем, во вторую столбик без накида. Столбик без накида. Всю эту петлю переносим на маркер. Вот таким образом мы сейчас будем продолжать вязать перед. Тут все ряды одинаковые, поэтому для вас это не составит труда. Вяжем вот сюда, вперед, до тех пор, пока мы не дойдем вот почти до пяточки. Значит, тут есть один нюанс. Вот у нас, чтобы получился такой красивый подъем, чтобы он не был надутый, а вот так плавненько с пальчиков переходил. Считаем, сколько у нас рядов. 17, 18, 19, 20. 20 рядов я провязала. Ну вот смотрите, первые вот эти вот 10 рядов я делала здесь, отступала пропускала одну петлю и начинала вязать столбик без накида. Вот первые 10 рядов я пропускала одну петлю, а следующие 10 рядов я пропускала 2 петли, для того, чтобы вот этот перед, он не был слишком таким, знаете, выпуклым, чтобы подъем был небольшой, а чтобы он плотно облегал ножку. Поэтому 10 рядов я провязала, отступая вперед первую петлю, отступая на одну петлю вперед пропускала, а следующие 10 я пропускала 2 петли. Поэтому здесь вот такой нюанс. Можете, в принципе, до конца, если высокий подъем, то тем более, вы можете одну петлю пропускать. Дальше мы начинаем вязать уже с боковой частью. Здесь этот ряд продолжаем по рисунку. Вот как мы вышли на боковую часть, и тут у нас чередование длинных и коротких столбиков. Этот ряд мы так провяжем. Чередуем короткие и длинные столбики в шахматном порядке по рисунку, который у нас вот есть на пяточке. И довязываем вот этот рисунок до угла на той стороне. На этой стороне довязываем короткий столбик, вот у нас тут. Дальше у нас идет длинный столбик. Вяжем, продолжаем по рисунку. Длинный столбик. Теперь у нас пропускается угловая петля и по передней части соединительный столбик 1 и еще один соединительный столбик. Вот так. Разворачиваемся на изнаночную сторону и больше по рисунку не вяжем. Вяжем только со второй петли столбиками без накида. Вторая петля от крючка. Вяжем столбики без накида от этой части боковой, от левой передней части до правой передней части. В общем, провязываем полностью здесь столбики без накида. Двигаемся вот сюда до вот этой части. Дошли сюда, довязываем последние столбики без накида. Снова угловую петлю пропускаем. И на передней части один соединительный столбик и еще один. 2 соединительных столбика. Разворачиваемся на лицевую часть. И со второй петли от крючка двигаемся снова столбики без накида по лицевой части. Весь ряд на ту сторону до передней части.
Вот так провязываем вот сюда, встречаемся здесь на углу. Здесь мы, я думаю, что вы справитесь, довязываем вот до последней петли, до угла доходим, пропускаем угловую петлю, 2 соединительных столбика, возвращаемся на ту сторону, 2 соединительных столбика. И вот так мы провязали всего 1, 2, 3, 4, 5, 10 рядов. 10 рядов, 5 лицевых, 5 изнаночных. Провязаны 10 рядов, дошли до лицевой части. Сейчас здесь, вот по рисунку мы вышли здесь 1 столбик с одним накидом. И дальше идем по рисунку по 2 столбика. Только в первые, вот здесь между первым мы провязываем 1, дальше провязываем 2. И между каждыми следующими парами провязываем по 2 столбика, как у нас в рисунке. До последнего. Последнюю тоже перед последней парой мы провяжем 1 столбик. Здесь везде провязываем по 2. Нам надо сейчас вязать будет по кругу, поэтому мы здесь уже поворотные ряды заканчиваем, и нам надо перейти на круговое движение, поэтому мы перед здесь по рисунку продляем. Вот так по 2 столбика с одним накидом. Конечно, можно было уже сразу перейти на лицевые петли, но у меня будет все-таки манжет, который будет загинаться по модели, которую я задумала. Он будет загинаться, поэтому я бы хотела, чтобы здесь впереди, в передней части не видно было лицевых петель. Это будет красивее. Поэтому провязываем еще один ряд узором. По 2 столбика с одним накидом между парами столбиков с одним накидом в предыдущем ряду. Друзья, не забудьте написать комментарии под этим видео. Я вообще настолько воодушевляюсь от ваших комментариев. Вы пишите отзывы, вы пишите какие-то свои пожелания под видео. Я с удовольствием всегда их читаю, с удовольствием отвечаю на ваши вопросы. Иногда вы подкидываете мне новые идеи. И даже если вы пишете просто одно слово «спасибо» или ставите какое-нибудь там сердечко, меня это тоже очень радует. Поэтому не забудьте уделить этому буквально несколько секунд и написать мне какой-то комментарий. Вот доходим мы здесь до последних уже петелек. Вот последние пары мы провязываем здесь 2 столбика с одним накидом между парами, и остается последняя. Вот видите, мы сейчас сюда тоже 1, как в начале ряда, 1 столбик с одним накидом. Теперь на боковой части пропускаем 1 столбик и во второй вяжем столбик без накида. Вот, и дальше начинаем двигаться по кругу. Столбики без накида уже по кругу от начала до конца ряда. Вот здесь у нас начало ряда, мы начали двигаться. Столбики без накида, двигаемся по кругу, по передней части, дойдем до угла. Здесь я вам покажу, вот в углу, заостряю ваше внимание, когда мы доходим до угловых частей, тут передом, провязываем последние петли и пропускаем угловую петлю. Всегда пропускаем угловую петлю здесь. Сразу присоединяемся, вот угловую петлю пропустили и переходим на переднюю часть. Дальше вяжем столбики без накида.
Точно так же мы с той стороны пропустим угловую петлю и перейдем на боковую часть. Мы, если этого не сделаем, этот ботиночек, он будет потом как мешок на ноге, то есть он должен красиво сидеть по ножке. Поэтому здесь мы идем еще на заужение, и мы пропускаем угловые петли впереди и провяжем так 5-6 рядов. Сейчас я провяжу, посмотрю, сколько будет достаточно. Провязываем столбики без накида. По передней части двигаемся в каждую петелечку. Настолько мне нравится цвет пряжи, я просто очарована этим цветом. Вообще я люблю бирюзовый цвет, а здесь ну просто такой яркий, насыщенный, бирюзовый, красивый очень цвет. Напишите, нравится ли вам цвет такой. Вообще, я думаю, что в любом цвете эти ботиночки будут смотреться очень даже неплохо. Бирюзовый он красив, конечно, но, опять же, его не под все оденешь, да? Поэтому вы выберите для себя оптимальный. Вот, добираемся мы до конца передней части, довязываем здесь последние столбики без накида. И вот сейчас провязали последний, пропускаем угловую петлю, вот эту, не вяжем столбик, а сразу на боковую часть провязываем столбик без накида и двигаемся по боковой части. То есть у нас тут в углу всегда убирается одна петля угловая. Тогда тут не будет топорщиться вот эта вот сама моделька. Будет хорошо ложиться по ножке, плотненько сидеть. Вот здесь провязываем вверх 5-6 рядов, убирая угловые петли. И дальше еще мы провяжем с угловыми петлями ровненько вверх. Вот здесь мы убираем, вот так, вот доходим до вот этой петли, угловую петлю пропустили, и потом соединяем вот с этой петлей, вот так, 2 петли, точно так же на этой стороне. Но таким образом мы вот так доходим по переду, угловую петлю мы пропускаем, и вот эти 2 петли соединяем. Значит, провязываем так 5 рядов, и потом еще вверх 8 рядов, не пропуская угловую петлю. Вот так у нас должно получиться. Вот, раз, два, раз, 3, 4, 5 рядов мы провязали, убирая угловые петли. 3, 4, 5, 6, 7, 8. И 8 рядов мы провязали, не убирая, не пропуская угловые петли. Просто ровно наверх. Все это столбики без накида. И теперь мы будем делать манжет. Ну вот доходим сюда. И вот отсюда, примерно вот так, мы начинаем вывязывать манжет. Вяжем цепочку из воздушных петель. Какой длины будет цепочка, вы можете сами выбрать. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. Вот сюда она будет загинаться. Я думаю, что этого маловато. 17, 18. Ну и я думаю, 18 петель достаточно будет. И со второй петли я начинаю вязать в обратном порядке. Вот 18 петель. Теперь столбики без накида. Точно так, как мы вязали все, только у нас теперь еще добавился как бы
конец манжета, поэтому мы его удлинили. И мы провязываем столбики без накида на дополнительной воздушной цепочке. По цепочке вяжем столбики без накида. Я надеюсь, пока мы вяжем, вы успели нажать на кнопочку подписаться и на колокольчик. Поэтому вы с нами будете на канале, потому что у нас будет еще впереди очень много интересных моделей. Довязываем по цепочке в каждую петлю воздушной цепочки, провязываем столбики без накида. Вот провязываем в последние петли цепочки столбики без накида и переходим затем, вот это последняя у нас, и теперь сразу переходим на уже само изделие. Видите, у нас получилось как бы привязанный вот этот конец манжета, и вяжем уже по самому голенищу этого ботиночка столбики без накида по кругу. Это у нас изнаночный ряд. Доходим мы, вот так вот у нас будет этот манжет лежать назад. Доходим мы вот сюда по кругу, довязываем и останавливаемся за 2 петли до вот цепочки из воздушных петель, которую мы связали. Вот доходим до конца, вяжем последние столбики без накида на этой стороне. Осталось вот 3 петли, еще 1 столбик, 2 петли оставляем, и теперь вяжем вторую цепочку. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вторая цепочка будет короче, она будет на 10 воздушных петель. Я думаю, что я ее заверну, ну, наверное, можно вот сделать наложение. Они будут накладываться друг на друга. Вы видели в начале на фотографии. Можно их положить вот таким образом. Вот так. Короткую петлю под длинную. А можно, в принципе, потом этот манжет положить наоборот. Вниз пропустить, я думаю, что я так сделаю, вниз пропущу длинный конец, а наверх короткий. Так будет, мне кажется, симпатичнее лежать он будет. Ну и дальше мы просто вяжем манжет вот так, поворотными рядами от начала до конца провязываем столбики без накида. Ничего тут сложного нет. Вяжем по этой цепочке тоже в каждую воздушную петельку провязываем столбик без накида. Переходим потом на изделие. Провязываем до конца
первой цепочки, разворачиваемся, делаем в конце ряда воздушную петлю подъема и со второй петли поворачиваем, вяжем назад. То есть как мы обычно вяжем ряды поворотные ровного полотна. Вот таким образом мы провяжем, я думаю, что 10 или 12 рядов. Сейчас провяжем, я посмотрю, сколько будет достаточно. Вот так провязали все петли воздушной цепочки столбиками без накида и переходим на голенище самого ботиночка. Все то же самое, вяжем по кругу, доходим до конца воздушной петли, разворачиваемся изнаночные ряды. Вот такой ширины я провязала манжет. У меня он получился, сейчас я провязала 4, сейчас считаем, 1, 2, 3, 4, 5, 10 рядов. Я думаю, что этого достаточно. И теперь будем делать обвязку. Обвязку я делаю вот здесь с изнаночной стороны. Когда я вам говорю количество рядов, это включая лицевые и изнаночные. То есть 5 лицевых, 5 изнаночных, это будет 10 рядов. Вот отсюда начинаю вязать, беру белую нить. У меня есть тут остатки пряжи, точно такой же Мелисса Свит. И я буду ей обвязывать. Будет 2 ряда обвязки. Первый ряд я обвязываю просто столбиками без накида по всей длине этого манжета от начала до конца. В каждую петельку просто столбик без накида. Очень красиво белая нить смотрится с этой бирюзовой. Вообще белая сочетается, конечно, с любой нитью, с любым цветом. Но если вам захочется, вы можете взять какой-то другой цвет. Ну, с бирюзовым цветом мало какая нить сочетается. Желтый, мне кажется, подойдет неплохо сюда. Можно просто экспериментировать. Но я вот выбрала белый, потому что она контрастная, очень красивая. И обвязываем вот таким образом по всему периметру до начала ряда приходим. В начале ряда начинаем второй ряд. Вот так накид снизу берем на крючок и провязываем полустолбик. Вот так. Мы крючок подводим под низ нити, вот так. И потом 3 петли вместе, полустолбик, крючок под низ, накид снизу делаем. Не как мы обычно слева направо, а справа налево мы его забираем снизу. Сейчас я покажу поближе вам. Сейчас приближу и просто, чтобы вам просто показать уже совсем близко, чтобы было понятно. Вот, смотрите, мы берем крючок, вот так заводим снизу и вставляем в петлю, вытягиваем нить, 3 петли на крючке провязываем вместе. Это очень важно, потому что если вы будете с другой стороны вводить крючок, у вас такой обвязки красивой не получится. Будут полустолбики, но они будут совсем по-другому выглядеть. Вот таким образом, поднимая накид снизу, сзади крючком, получается такая красивая обвязка. Вот, видите, какая у нас обвязочка получилась. И сейчас я покажу, как я вывязываю вот эти снежинки. Это очень и очень просто, это просто украшение. Я просто взяла эту нить, вставила в иглу
И вот такие в произвольном порядке, они не должны быть одинаковой длины, эти вот концы у снежинок. То есть вы можете их сделать одну короткую, вторую подлиннее. Это даже будет очень симпатично смотреться. Вот такие по 3 штучки вывязываю просто концы. И получаются такие снежиночки. Вы можете какой-то другой узор сделать, можете вообще без узора однотонные сделать. Ну вот мне захотелось чего-то такого нарядного, красивого. И вот я думаю, что эти снежинки, они просто замечательно украсят эти ботиночки. Вот таким образом провязала я 3 снежинки. Сделала еще пуговичку, тоже вязаную. Как вязать пуговицы. Ну, если вам это интересно, напишите, пожалуйста, в комментариях, и я вам запишу короткий шорт и расскажу, как связать такие пуговки. Они вяжутся тоже очень просто. Вот так я вывязываю снежинки, 3 штучки. И это такое украшение будет. Вот. Думаю, что это очень красиво, эффектно просто смотрится. Ну вот, наши ботиночки готовы. Друзья, если вам понравилось это видео, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, поделитесь этим видео в своих соцсетях, пабликах, группах, чтобы у нас было больше людей в группе, чтобы люди могли научиться вязать красивую стильную обувь, а также, пожалуйста, подпишитесь на канал, нажмите на кнопочку подписаться и на колокольчик. Я вам желаю ровных и красивых петелек и до новых встреч!